В апреле 2024 года у живописного побережья Ирландии произошло знаменательное событие, ознаменовавшее новую эру в области морских исследований. Впервые в истории ученым удалось запечатлеть на видео и получить подробные визуальные данные о столкновении гигантской акулы с лодкой, используя передовые технологии наблюдения. Это достижение стало возможным благодаря инновационному устройству, установленному на 7-метровую самку гигантской акулы. Прибор, напоминающий популярный фитнес-трекер, в комбинации с прикрепленной камерой позволил исследователям стать свидетелями беспрецедентного события в сфере морской биологии. Руководитель исследования, доктор Тейлор Чапел из Центра морских наук Хэтфилда при Университете штата Орегон, подчеркнул историческую важность этого наблюдения. Впервые ученые смогли непосредственно зафиксировать момент столкновения корабля с представителем крупной морской фауны. Исследование, опубликованное в авторитетном журнале «Фронтьеры» в морской науке, раскрывает тревожные детали происшествия. Величественная акула, кормившаяся у поверхности воды, получила травму при столкновении с судном. Последующие наблюдения показали, что после инцидента животное изменило свое поведение, погрузившись на большую глубину и прекратив питание. К сожалению, ученые не смогли проследить дальнейшую судьбу акулы. Устройство слежения отсоединилось через 7 часов после происшествия, не зарегистрировав возвращение к нормальному поведению. На видеозаписи четко видны повреждения кожного покрова, следы краски с судна и красное повреждение, хотя открытых ран и кровотечения не наблюдалось. Гигантские акулы, уступающие по размеру только китовой акуле, находятся под серьезной угрозой вымирания. Их привычка питаться у поверхности воды, подобно китам, делает их особенно уязвимыми для столкновений с судами. Ситуация осложняется тем, что погибшие акулы часто опускаются на дно, что затрудняет оценку реального уровня смертности. В ответ на эту угрозу Ирландия предприняла решительные меры по защите этих удивительных существ. В 2022 году был принят специальный закон о дикой природе, а в 2024 году открылся первый в стране национальный морской парк площадью 70 тысяч акров вдоль побережья графства Керри. Этот парк играет ключевую роль в сохранении популяции гигантских акул, предоставляя им безопасную среду для кормления и размножения. Исследование стало результатом плодотворного взаимодействия международной команды ученых. Доктор Николас Пейн из Дублинского Тринити-колледжа подчеркнул необходимость дальнейшего изучения вопроса предотвращения подобных столкновений. Александра Макентурф, научный сотрудник Big Fish Lab и сокоординатор ирландской группы по изучению гигантских акул, отметила важность продолжения исследований взаимодействия акул с человеческой деятельностью в охраняемых акваториях. В проекте также участвовали ученые из Стэнфордского университета Дэвид Кейт и Джереми Голдбаген, а также Ник Массет из ирландской группы по изучению китов и дельфинов. Центр морских наук Хэтфилда при Университете штата Орегон продолжает оставаться ведущим учреждением в области морских исследований, совмещая функции лаборатории, исследовательской базы и образовательного центра. Это историческое наблюдение открывает новую главу в понимании взаимодействия между морскими гигантами и человеческой деятельностью, подчеркивая необходимость дальнейших исследований и усиления мер по защите этих удивительных созданий. Данное открытие не только представляет собой значительный прорыв в морской науке, но и служит важным напоминанием о необходимости бережного отношения к морским обитателям и их среде обитания. Продолжение подобных исследований может способствовать разработке более эффективных стратегий по защите морской фауны и предотвращению подобных инцидентов в будущем.